Всем привет, начнем первую часть по героям. Так, давайте по видам и типам героев. Первое это битва, то есть атакующие боевые герои. Вот они есть зеленые, самые слабые, синие, потом идут фиолетовые, идут далее золотые, либо оранжевые, рыжие, еще их по-другому называют. Так вот, самый лучший, конечно, понятно, что рыжие, золотые, легендарные. Потом идут фиолетовые. Из синих один из таких наиболее значимых это вот этот. Вот. Ну, для прокачки других героев. Так. И есть развитие. Они тоже есть зеленые, есть синие, есть фиолетовые, есть оранжевые. Они подразделяются на ресурсные, то есть для добычи. Это вот алхимик, начальник шахты, у нас зеленая длань, там садовница, маленький каменщик, вот, плебей, сборщик, воевода. Это все ресурсы миссионер. Далее они идут на строительство, это умелец и архитектор, но их нужен, чтобы посадить этот торговое соглашение, приобрести за донат. Далее есть для лечения это чумной доктор, монахиня и военный врач. Все вот эти герои, они садятся в ратушу, которая на развитие. И идут инструкторы. Инструкторы это всадница, сержант, мастер шифу, гвардейский наставник, инструктор и сыровлив. Они на тренировку войска. Так, по этим понятно. Далее, они распределяются на универсальных и на классовых. Возьмем, к примеру, гнев севера. Он получается универсальный ближний бой, то есть он для первого-второго ряда максимум. В третьем ряду у него навыки работать не будут. Далее идут потом по классам, это всадники, еще и зачистка синяя, то есть он хорош для убийства монстров, потому что у него идет вот навык на монстров. Этот идет на обычные, то есть один атакующий на обычные и один на монстров. То есть он ПВП, то есть против другого замка, он практически бесполезен. Так. Далее идут, получается, классовые лучники. Вот они еще ближний и дальний есть. Он дальний, то есть для среднего и дальнего ряда. Одержимая это у нас пехота. Ближний бой, пехота. Здесь то же самое, ближний этот. Пехота, всадники, то есть он без разницы, его навыки будут работать как с пехотой, так и со всадниками. Далее идут, это обычные, которые можно с обычных свитков супернайма получить, да. Далее идут судья, это S1 герои, это за первый сезон Хаоса, и S2 это за второй сезон Хаоса. Вот этот вот интересный, защита. Он для пехоты в защиту. Вот этот герой хорош, если выбивать плитки. Особо он больше ничем не примечателен. Из фиолетовых сильные считается метель, божественная рука, медведь. То есть все те, у кого для разблокировки получается пробуждение, нужно 2 дубликата. Вот возьмем металь. Так, метель. Вот видите, на 2 метели. У них навыки сильнее, чем, допустим, у какого-нибудь фиолетового. Давайте возьмем молот ярости. Для пробуждения нужна одна эпическая и одна его дубль.
его навыки будут послабее, в отличие от этих. Еще они дают бусты, если, к примеру, метель посадить с львиным сердцем, S1 героем, и с молотом. Вот с этим. С рукой, не с молотом. Они дадут, получается, скорость битвы и атаку всадников. То есть они именно все на всадников. Итак, повторим. Герои делятся на универсальных и классовых. По типам войск. Всадники, лучники, это универсалы, и пехота. По стилю атаки ближний, дальний бой. То есть ближний бой, ближний, дальний, поддержка. Забыл еще сказать. Поддержка. Такой как Орочи. И получается вот этот вот защита. Ну, защита это по сути тоже поддержка. У него навыки больше защитные, чем атакующие. И еще есть герой, который тоже для защиты города. Гарнизон, то есть он больше для защиты городов и зданий. То есть, если его, к примеру, отправлять в подкрепление или оставлять в городе, он даст больше профита, но фиолетовый есть фиолетовый. У них гораздо меньше вместимость войск. Допустим, взять... Так, злой дух у нас не полностью прокачан. Вот. Получается 205. Так. То есть у нее тут получается на 10 уровне на 250% лидерства. То есть вот к этим 21 700. Плюс еще ее каждый уровень. То есть вот у нее текущий уровень. То, что она 36 и все навыки 10. Если заглянуть в легион, в котором она находится. Так, легион, в котором она находится. Вот, у нее 91 тысяча практически войск при максимальной прокачке. Но это учитывая, что еще полигон не максимального уровня. Полигон у меня тут всего лишь профессиональный полигон 18 уровня. А у меня замок уже здесь 21, то есть если будет этот 21 уровня полигон, там будет вообще... Но опять же, его, чтобы построить... Так, кстати, можно его и поставить. Ресурсов тут до хрена, все равно на этом аккаунте. За исключением уже мрамор практически весь потрачен. Все, поставили на 19. Так. В общем, самое профитное, естественно, что это оранжевый. По типу мы определили. То есть, вот, ближний бой пехота. Дальний бой универсальная. Дальний бой универсальная. Это у нас ближний бой универсальная. Возьмем, к примеру, Ведьмака. Дальняя зачистка универсальный. Это тут пехота всадники. Возьмем дальше Тельзора, он идет. Этот идет универсальный. Этот идет всадники. Этот идет лучники. Так вот. Распределение здесь пока вот так вот. Ну вот если взять еще скитальца. Так, скиталец. Он идет дальние всадники.
То есть это, в принципе, все типы и виды. Есть еще S3 герои, это уже за 3-й сезон Хаоса там идет, или Эдем, по-моему, что-то такое. Вот. По типу и видам, в принципе, я думаю, можно закончить. Это первая часть видео. Дальше пойдем по навыкам героев.